Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні поділюсь з вами рецептом капусняка, який готують у нас на Полтавщині. А ви, будь ласка, в коментарях діліться і своїм досвідом. Завдяки цьому наші страви будуть тільки смачнішими. Для бульона в основном брали птицу, курицу или утку. У меня домашняя курица. Можно взять и свинину. Бульон должен быть наваристый, тогда капусняк получается вкусный. Кастрюля емкостью 5,5 литров, но рабочий объем 5. Заливаю холодной водой, достаточно 3 литра. И ставлю на средний огонь. Вода еще не закипела, но пенка уже появляется, поэтому я ее убираю. И как только закипит бульон, уменьшу огонь, чтобы кипение было минимальным. И по мере появления пенки буду ее собирать. Добавляю сюда чайную ложку соли, набираю полную с горкой, по весу это 10 грамм. И пусть кипит дальше. Домашняя курица варится долго, поэтому пусть покипит минут 40, а я за это время подготовлю другие продукты. Вес овощей в рецепте всегда указываю в очищенном виде. Капуста понадобится свежая и квашеная, 1 к 1. Именно квашеная, не маринованная, и у меня домашняя. Я ее не промываю. Она у меня не перекисла, просто набрала с банки. Сало, здесь у меня свежее для зажарки. И пожелтевшее, чуть-чуть состарившееся для заправки вместе с чесноком. Это уже в конце приготовления. Пшено я уже несколько раз промыла холодной водой и заливаю кипятком. Вода только-только закипела. Это для того, чтобы оно не горчило. И в таком виде оставляю до полного остывания. Мясо проварилось 40 минут, как я и говорила. Первым делом добавляю сюда пшено, чтобы оно разварилось и не осталось целеньким. Пусть покипит минут 5 и добавлю картошку. Пришло время картошки, нарезать на кусочки ее не надо. Вот так вот целенькая и пусть варится. А в это время можно приготовить зажарку. Срезаю мясо, сразу выжаривать буду только сало. Нарезаю его мелкими кусочками. И когда вытопится уже достаточно жира, добавлю мясо. Слегка его обжариваю до готовности, но чтобы оно не превратилось в сухарики. И убираю со сковородки все эти шкварки. Оставляю только жир. Можно его процедить через сито, чтобы он был более чистый. Я потом расскажу, что с ними делали. Высыпаю сюда цибульку, нарезанную мелким кубиком. И обжариваю до мягкости. Не надо ее колеровать. И добавляю морковку, натертую на мелкой терке, не на крупной. Она не должна выделяться, капусняк должен быть однородным. И тоже обжариваю до мягкости. Мелкая морковка хорошо в себя впитывает жир, поэтому если надо будет, то немножко добавьте. В середину добавляю томатную пасту и немного ее обжариваю, постепенно смешивая с овощами. Пережариваю вместе с ними. Можно пасты взять меньше, допустим, чайную ложку, и добавить перетертые квашеные помидоры или квашеный кислый томатный сок. Его приготовление есть на моем канале. Очень вкусный с ним получается борщ, капусняк. Он дает более выраженный вкус и аромат. Но в этом году, к сожалению, такой заготовки у меня нет, поэтому варю с томатной пастой. Добавляю сюда бульон и протушиваю около 5 минут, время от времени помешивая. Картошка скоро сварится, надо подготовить капусту. У нас капусняк готовили по любому поводу, будь то свадьба, проводы, похороны или поминки. Это было всегда первым блюдом. И капусту перекручивали мясорубкой, но там же объемы были побольше. Дома ее немного, поэтому можно нарубить ножом. Мелко-мелко. Вот так вот. А свежую натираю на крупной терке. Картошка уже готова. Достаю такое блюдо, в котором удобно будет ее подавить. Мясо отсюда я уже убрала, оно полностью готово. Пусть остывает только под тарелочкой, чтобы не обветривалось. А в другую мисочку набираю немного бульона. Высыпаю сюда свежую капусту и провариваю около 5 минут.
Только потом добавлю квашеную. Сразу передавливаю одну картошку, делаю пюрешку, а потом по чуть-чуть добавляю бульон и хорошо разминаю. В итоге должно получиться вот такое вот мягкое пюре, чтобы оно хорошо до однородности разошлось в бульоне. Время прошло, высыпаю квашеную. Вот только посмотрите, насколько она мелкая. Довожу до кипения, время от времени помешиваю и варю капусту до мягкости, почти до готовности. Ну а пока капуста варится, я подготовлю мясо. Мясо порезала небольшими кусочками и разрываю их на волокна. Опять же, вспоминая, как готовили у нас на какое-нибудь событие, то мясо, как и капусту, перекручивали мясорубкой. Его было много, а вместе с ним и те шкварки. Ну а дома, если вы любите шкварки, можете по чуть-чуть добавлять в тарелку. Это будет намного вкуснее, чем если их оставить зажарки, а потом еще варить. Хотя это дело вкуса. Добавляю сюда мясо. Хорошо все перемешиваю. Вот такой он уже получается густой. Довожу до кипения. Вот теперь добавляю картошку. Она хоть и остыла, но остается вот такой вот мягкой. Добавляю порциями и каждую хорошо перемешиваю, чтобы она полностью разошлась в бульоне. И выливаю в зажарку. Мука в капустняк ни в коем случае не добавляется. Загущается он картошкой, разваривается пшено, и так получается в меру густым. Добавляю сюда соль, опять чайную ложку, черный молотый перец и универсальную приправу для первых блюд. Если не забуду, в описании напишу ее состав. Довожу до кипения, уменьшаю огонь, чтобы оно было самым-самым минимальным. И провариваю так еще около 15 минут. Хоть продукты уже все и сварились, полностью готовы, но капустняк еще должен томиться. Старое сало и чеснок нарезаю мелкими кусочками, перемешиваю. И все это хорошо-хорошо измельчаю ножом. Должна получиться вот такая вот однородная масса, легко размазывается, как масло. Такое сало полностью разойдется в бульоне, не будет плавать кусочками, но придаст более насыщенный вкус и аромат. Добавляю лавровый лист и, как меня мама учила, когда он уже томится, мешай, мешай, мешай. Но сейчас посуда хорошая, качественная, толстая тяжелая нержавейка, двойное донышко, капустняк не подгорает, поэтому постоянно я его не мешаю, но достаточно часто. И уже в конце приготовления заправляю салом, чесноком. Вот теперь попробуйте на вкус и добавьте то, чего вам не хватает. Капустняк полностью готов. Дайте ему постоять хотя бы пару часов и подавайте. Со сметаной, шкварками, как ви любите. Можна добавити зелень і приятного вам апетита. Ну, якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за вподобайки. А постійним спонсорам мого каналу за підтримку та допомогу. Мені дуже приємно, що ви так цінуєте мій труд. І як завжди бажаю вам всього найкращого.